Привет, подписчик, ты в мире Капюшона, и это вторая часть обзора набора LEGO Creator 31109. Первую часть обзора, где мы рассмотрели пиратский корабль, ты можешь посмотреть по ссылке в описании. И вот тут. На этот раз у нас остров Черепа, мы взглянем на его плюсы и минусы. Итак, погнали! На самом деле это самая простая из трех вариантов сборки этого набора. Но я решил сначала посмотреть именно остров, так как таверна для меня представляет больше интерес. Возможно, именно ее я себе оставлю и поставлю на полку. Первое, что приходит на ум после сборки, это почему так много деталей-то осталось. Да, это третья самая легкая постройка из всех, но из этого еще можно построить целый набор. В принципе, можно построить из них свою самоделку дополнительную. Я попробую это же сделать уже в конце обзора. Вот наша команда пиратов добралась до острова, на котором хранятся несметные сокровища. Я добавил синюю пластину, ну с ней выглядит как-то получше набор. Капитан со Старпомом прибыли на вот этой лодке. Юнге места не нашлось, поэтому ему пришлось соорудить себе небольшой плот. Или можно придумать другую историю, вроде той, что пираты приплыли на свой остров и спрятали очередную свою добычу в пещере. Если взглянуть на набор спереди, то этот остров выглядит впечатляюще, даже немного угрожающе. Красиво, как стать пиратской тематики. Сзади же пещера открыта для легкого доступа. Если вы захотите использовать его для игры, то вполне легко вы можете поставить свою минифигурку уже внутрь пещеры. Поначалу мне показалось, что это обычный остров, ведь на коробке он изображен без каких-либо функций. Но как я удивился, когда увидел его подвижную часть. Сам череп при прокручивании вот этого рычажка поднимается, открывает свою пасть. Тем самым позволяя пиратам пройти в пещеру. В пещере хранятся горы золота и сундук с самыми ценными сокровищами. Ну и у нас уже, как видите, там пират упал. После сборки странное впечатление оставил череп. До самого конца я не понимал, где верх, где низ. Некоторые места вовсе вызывают сомнения. К примеру, вот эта часть открывается. Это можно было сделать по-другому и сделать его немного крепче. Также обезьяна. Надеюсь, это правда обезьяна. Ну, слишком уж символично. А вот плот и лодка сделаны довольно хорошо. Плот и вовсе чем-то напоминает старый набор по пиратам. В целом, этот набор оставляет неоднозначное впечатление. Кажется, что он не закончен, и порой возникают мысли даже о том, что это большое количество запасных деталей, оно такое специально, чтобы вы могли сами дополнить эту постройку, придумать какие-то самоделки к ней. Сейчас я попробую сам придумать что-нибудь дополнительное из оставшихся деталей и посмотрим, что получится.
A few moments later. Немного повозившись с оставшимися деталями, я смог построить вот такую самоделку. Это маленький пиратский трактир. По форме я его старался сделать похожим на корму корабля и каюту капитана. Только в меньшем масштабе. Добавил туда пару классических пиратов, чтобы постройка казалась чуть живее. Еще получилось сделать съемную крышу. Для удобства игры и построения всяких разных сценок. Внутри есть небольшие столики и стойка хозяина трактира, который будет обслуживать всех входящих туда пиратов. Ну, еще и он бывший имперский солдат. Такая вот самоделка получилась у меня. Если хотите сборку, подписывайтесь, пишите в комментариях, ставьте лайк. И при том, что я собрал самоделку, деталей, сами посмотрите, осталось все равно еще много. Подведем итог. Остров Черепа получился довольно неоднозначным. В качестве постройки для сценки он очень даже хорош. Но как полочная модель тут уже на любителя. Опять же, если его доработать с помощью остальных деталей, то в принципе может получиться постройка намного получше. Но я решил пойти по другому пути и построил вторую постройку в дополнение к этой. То есть следует вывод, что из этого набора можно сделать не одну, не две и даже не три самоделки, куда больше. Итак, до полноценного итога по набору осталось рассмотреть только таверну, которая уже будет в следующем видео. Там мы увидимся. Пока.